есть жара. Вот и лето к концу подходит. А это значит, что самое время обозреть зиму и весну в Апалачских горах. Ну привет! С вами снова Елизавета, художник по металлу и мастер просроченных влогов. Но прежде чем начать свое повествование, хочу упомянуть пару вещей. Во-первых, спасибо всем огромное за поддержку моего предыдущего видео. Любая ваша активность мотивирует меня и вдохновляет создавать новые видео. А во-вторых, в комментариях под предыдущим роликом я получила несколько вопросов о том, как же обстоят дела с кузнечным ремеслом в США. Что ж, мне тоже интересно углубиться в эту тему подробнее, поэтому я уже собираю материал для отдельного большого видео. Ну а в этом видео будет больше простой жизни, каких-то эмоций, переживаний, в общем, как обычно. Ну что, заглянем снова в черную книжонку? В месте, где я родилась, холодное время года длится много месяцев. С октября по апрель из окна наблюдается унылая серость и мрак, а холод пробирает до костей. Но затем мы больше чем на год уехали из зимы вообще, живя в постоянном лете и жаре. Конечно же, основную часть времени ощущалось это замечательно, но все же потеря некой связи с сезонностью и цикличностью природы давила с нарастающей силой. Только в январе 2024 я снова увидела первый снег. Он был мелкий, чем-то напоминающий заледеневшую морось дождя, которая таяла практически мгновенно. Но даже в таком своем виде снегопад меня очень обрадовал. А потом снега стало больше. Он все падал и падал, занося крохотных человечков, обустроившихся на могучих скалистых спинах гор. Не выдержав искушения, я пошла прогуляться на гору. Утопая почти по колено в свежем мокром снегу и скользя на опавших листьях, все шла и шла вперед, завороженная видами. В такое время больше всего хочется укрыться в теплом доме, заварить чай и зажечь свечи, любуясь в окно на белую-белую бесконечность. В зимнее время года здесь также хватает разного досуга. Мы с Артемом большие поклонники горнолыжного спорта, но пока не очень уверенно себя чувствуем в финансовом плане, чтобы тратиться на столь дорогое здесь хобби. Хотя в округе, естественно, имеется несколько горнолыжных курортов. В горах-то. А вот ходить по горам пешком вполне можно себе позволить при любом бюджете. Да и зимой тропы играют новыми красками. Наслаждаясь свежестью морозного воздуха, как-то раз мы вместе со Сьюзан, Дженнифер и ее питомцем Лаки отправились вдоль озера Ватага посмотреть на плотину и замерзший водопад.
Тут важно упомянуть, что Ватага – это огроменное водохранилище, созданное управлением долины Теннесси после завершения строительства той самой плотины TVA Ватага в 1948 году. Начали ее строить еще в 1942, но из-за Второй мировой войны пришлось отложить завершение проекта. В итоге ею перекрыли реки Ватага и Элк, чтобы наводнить территорию, вырабатывать гидроэнергию и иметь возможность судоходства и систему водохранилищ вниз по течению реки Теннесси. Озеро Ватага имеет длину примерно 26,2 километра и береговую линию протяженностью 168,8 километров. В летнее время расчетная глубина озера Ватага составляет 81 метр у плотины. Вся дорога заняла примерно 9,7 километров туда и обратно. Путь недолгий, но на светлое время дня хватило. Сам водопад – это скорее намерзшая слоями талая вода, образовавшая аж стену из сосулек. В тот день было ветрено, но жаркое солнце смягчало порывы ледяного ветра. Это конец февраля, но ощущалось, будто конец марта. В целом тут природа оживает где-то на месяц быстрее, чем в центральном регионе России. Для нас, людей, как и для природы, темная половина года не проходит бесследно. Чувствуется усталость, хочется больше спать и есть, меньше двигаться, а еще уютиться. Впасть в такую своеобразную спячку, в общем. Для меня также очень важно видеть и ощущать огонь в это время года. Поэтому жгу много свечей, за неимением печки или камина. Зимой я работала очень медленно, но зато много болела сезонными вирусами. В перерывах хотелось все же сделать что-нибудь красивое, поэтому взялась за переделку вот такой полки из секонд-хенда. Приобрели ее всего за $2,5. Но у всего есть своя цена, так что на приведение полки в порядок у меня ушло 3 интенсивных рабочих дня. Виной всему 5 слоев краски и 1 слой лака, заботливо нанесенный за годы ее эксплуатации. Для меня это также первая попытка переделать что-то из дерева, так что в процессе я еще и обучалась, подмечая всякие нюансы. Оказывается, даже снять старую краску не так-то легко, надо действовать очень аккуратно.
Самый трудоемкий этап – очистка остатков всех этих слоев, так как результат уже близок, но все еще не достигнут. Также я добавила несколько тематических элементов декора, вырезав их из фанеры. Выжгла рисунок, используя для этого самодельные лекала. Теперь эта полка, еле втиснувшаяся в нашу крохотную ванную комнату, радует меня каждый день. Чтобы взбодриться, мы посещали концерты любимых метал-групп в соседних городах. Нынче нам выпал редкий шанс увидеть вживую и услышать тех, кем восхищались с самых юных лет. А уж спеть вместе – это вообще мечта. Зима в Апалачских горах малоснежная. Снег то выпадает, то тает. Поэтому большую часть времени кругом была серая поздняя осень. В какой-то момент даже начинаешь верить, что так тут будет всегда. Так идешь, гуляешь по дорожке. Здравствуйте. Беременная поняшка. У них, походу, сезон размножения, что ли. Все жребые. Я все еще тренируюсь. Дается так же тяжело, как и на старте. Но совсем без движения живется еще хуже.
Еще мы большие поклонники настольных игр, поэтому периодически зарубаемся в них. Я не очень люблю игры, где присутствует противостояние между игроками. Поэтому мои самые любимые – спокойные, с большим количеством рандома и элементом собирательства чего-либо. Самое важное зимой – это отстать от себя и не требовать великих свершений, когда телу нужен покой и передышка. Раньше мне было трудно этому следовать, но сейчас я даю себе все больше и больше свободы отдохнуть спокойно, без переживаний, что бездельничаю. Ведь периодический отдых – это действительно важно. Прогулки с друзьями, посиделки у костра и наслаждение моментом. Все эти вещи наполняют нас, улучшая настроение. И все же весна неуклонно приближалась. В горах, где погода переменчива и гуляют сильные ветра, это было что-то. Наверное, самый непростой сезон из всех, что мы тут уже пережили. Ветра лютые, сплетенные не то со снегом, не то с дождем. Холодные ночи, когда все замерзает, а утром снова тает, поливаемое долгими дождями. Непроглядно опасные туманы, когда облака задерживаются на вершинах гор. Самое абсурдное было видеть, что некоторые деревья уже цветут, а серое небо продолжает их засыпать мокрым снегом. Но так продлилось недолго. Постепенно солнце становилось все больше, а эти же самые ветра высушивали землю. Стало снова тепло. Растения, так долго ждавшие своего часа, начали буйствовать. В один из таких деньков Нэнси позвала меня на их гору, чтобы показать, где растет черемша и некоторые другие съедобные растения. У местных жителей участки – это целые поместья, по нашим меркам. Например, Джон говорит, что у него мало земли, всего 10,5 гектар. Это кусок горы и долина под ней. Вот и представьте после этого, каких масштабов здесь большой участок. Черемша – это такая помесь дикого лука с чесноком. Растение можно собрать здесь только на северных склонах гор, с апреля по май. А еще оно под угрозой исчезновения, так как некоторые гурманы собирают слишком много черемши с одной грядки, не давая шансов растению выжить. Ведь на то, чтобы ему потом восстановиться, уходят годы. You know, they don't even really mind if you mess them up a little bit. They just keep coming. Those are called bear claw. You eat the top of them. Almost like an asparagus in a way. Not as tasty, but if you were starving in the woods, you could saute these up. Like, this one's good. That one's a little too past. That's a little too past, but this one
is good. You see how these are real tight, they haven't opened. Little ones are tender. Oh, this one's got one. You see those little flower heads? If you get them before, this one's started to open, but if you get them when they're just like that, they gather them and cook them down and make a jelly out of them. Add sugar. It's actually pretty good. It's sort of like a tart jelly. And these are called May apples. В середине марта проходит праздник в честь Дня Святого Патрика. Это день ирландской культуры, кутежа и веселья, который празднуется не только в самой Ирландии, но и во многих других странах. Я – большая поклонница этого праздника. В России была завсегдатаем парада единомышленников в зеленом, что проходит в Москве. В этом году мы решили посмотреть на один из крупнейших парадов в мире, который состоялся в городе Саванне, штат Джорджия. Сам город расположен на юге, почти на побережье Атлантического океана, где также имеется порт в устье реки Саванна. Еще мы поехали одним днем, проведя в дороге около 14 часов, преодолев почти 600 километров. Саванна – город старинный, по местным меркам, основан в 1733 году и назван в честь одноименной реки Саванны, название которой, вероятно, происходит от одного из названий Шауни, коренного индейского племени, которое мигрировало к реке в 1680-е годы. Уже подъезжая к месту событий, мы начали наблюдать людей в зеленом. Радостно примкнув к стекающейся на условное начало парада толпе и приготовившись весело идти с музыкой и танцами, я, к своему удивлению, обнаружила, что здешний парад устроен иначе. Толпы зрителей собрались на обочинах дорог, кто-то принес одеяло, кто-то даже стулья, столы, еду и напитки, и все просто сидят. Участники парада шли самостоятельно, обходя несколько кварталов по кругу. Все происходящее, естественно, под тщательным надзором полиции, которая тоже не скрывала праздничного настроения. Открывают парад волынщики и семьи ветеранов войн ирландского происхождения. Вообще к военным тут чувствуется особое отношение. Американцы очень гордятся армией, воздавая марширующим солдатам особые почести в виде одобрительных криков и аплодисментов.
Вперемешку с семьями ветеранов поехали цветастые платформы на любой лад. Как сделанные энтузиастами, так и просто рекламные от крупных компаний. Помимо всего того, что касалось только Дня Святого Патрика, на параде можно было увидеть великое множество школьных и университетских оркестров с теми самыми черлидершами на подтанцовке. Гляньте, как выплясывают. Мы же почти не стояли на одном месте, решив идти навстречу парадной процессии, чтобы увидеть все побыстрее. У них танцующий мужик. Меня поразило до глубины души умение американцев из любого праздника сделать комфортабельный пикник. Столы ломились от разнообразных кушаний, а в сумках-холодильниках ждало охлажденное пиво. Мне, конечно, такой подход не очень близок, так что отнесу этот феномен к культурным особенностям США. Прям парадом в честь Дня Святого Патрика я это мероприятие бы не назвала, но атмосфера стояла очень дружественная и добрая. Почему мы выбрали столь южный город, чтобы посмотреть парад? В этом году было ровно 200 лет, как они отмечают День Святого Патрика. Представляете? Празднование Дня ирландской культуры здесь превратилось в мероприятие, проводимое аж с 1824 года в главную ежегодную достопримечательность для туристов. Поэтому каждый год в марте в саванну стекаются тысячи людей. Сам город очень уютный. Малоэтажные старинные дома, много зелени и все в цвету. Больше всего поразили зеленые фонтаны, вода в которых покрашена специально в честь праздника. Ну и быть в середине марта в окружении тропических растений тоже крайне непривычно.
Некоторые постройки даже почему-то напоминали архитектуру советского наследия. В конце дня люди разошлись по кафешкам, чтобы продолжить празднование. А мы решили поехать к океану, ведь ближайший пляж находится всего в часе езды от центра города. Как же хорошо после жаркого дня ощутить прохладный, напитанный солью океанический бриз, остудить уставшие ноги в холодной воде, неспешно пройтись по пляжу и снова открыть для себя что-то новое. Из конца цветущей буйством красок весны большого города мы вернулись в почти дикие горы и начало самого прекрасного времени в году, когда вокруг в лучах солнца уже сверкает молодая зелень, а прекрасная пора цветения только начинается. Именно в это время начинаешь ощущать торжество новой жизни как никогда. Вместе с природой, птицей и зверем оживает и человек. Я чувствую, как силы вновь возвращаются. Появляется творческий подъем и ярое желание создавать с неистовой силой. Утопая в аромате цветения, ощущаю где-то в глубине души мерцающую искру вдохновения. И все же в глубинке жизнь течет размеренно настолько, что начинаешь невольно поддаваться этому ритму все больше и больше. Никто никуда не спешит. Не держись. Мы тебя на какую-нибудь корягу отнесем. Правильно. Крепче держись. Ну что, порядок. Дела делаются невероятно медленно. Много праздников и выходных. Отчего начинаешь и за собой замечать, что ленишься больше обычного. Сейчас мне кажется, что это больше плохо, чем хорошо. Ведь то недолгое время, отведенное нам, невероятно ценно. Но сопротивляться этой лени очень непросто.
В Апалачских горах в конце весны сезон дождей. Небо заволокло плотными серыми тучами. И дожди разного вида проливали стеной воды почти каждый день, напитывая почву влагой и помогая новым росткам пробиться на свет. Обычно такой погоде я была не очень рада. Но здесь, среди гор, она воспринимается совсем иначе. Даже прогулки по тропам с дождем в сопровождении приобретают особую атмосферу. Там должен быть вид вдаль, но природа сегодня распорядилась иначе. Там вид в никуда. А в тот момент, когда нежное закатное солнце освещает капли на ветвях, сияющие и переливающиеся, словно драгоценные камни, утопающие после в невероятных красках закатного неба, у меня просто пропадает дар речи и всякие мысли. А по ночам сотни светлячков зажигаются в долинах, словно маленькие лампочки. Наблюдать их танец воочию – один из самых богатых даров жизни для меня. Пытаясь себя расшевелить и одновременно сделать что-то полезное, мы с Артемом потихоньку убираем мастерскую, в которой сейчас работаем. Да, еще зимой я переехала с Нижней сюда, поэтому с тех пор тут произошло много изменений. За годы существования мастерской по углам накопились тонны хлама, отчего полезное пространство не используется. В одном из таких углов было решено организовать стол для мелких и сидячих работ. Убрали завал, и Артем собрал столешницу из того, что было под рукой. Теперь работать стало гораздо удобнее.
Так как наш трейлер сейчас стоит прямо напротив нижней мастерской, решили возвести стену, дабы отгородиться от бурлящей прямо перед окнами жизни, так сказать. Чтобы не тратить лишних денег на временно используемую постройку, воспользовались доской, которую разрешил взять Джон. Но был один нюанс. Доска валялась в сырой канаве и местами сгнила. Да, вот где-то с этой кучи мы и брали доски. Полностью гнилые, но зато бесплатные. Ну, нам не привыкать из хлама создавать что-то путное. Так что, недолго думая, обожгли еще хоть сколь пригодные доски. Не весело. Сумно без горілки. А затем Артем и сын Нэнси Майка собрали основу стены. Потом все-таки захотелось привнести в это творение красоты. Но опять же, без лишних трат. Так что решено было использовать бамбук для внутреннего украшения стены. Его мы заготовили вдвоем, спилив ненужные бамбучины у пруда. Потом в 4 руки зашили стену. С этим материалом работали впервые, не обошлось без косяков. Но где же еще тренироваться, как не на подобных постройках? Не сравнится по красоте. Очень жарко! Скажи, как ты сейчас... Так. 40 штук. В общем, смотреть в окно стало немного приятнее. Вообще бамбук это прям тема. Сам вырастил, сам срубил, сам с него построил. Удобно. Я часто задумываюсь о фразе «красота в глазах смотрящего». Вот вроде так, да не так. Не только внутреннее отношение к окружающим нас вещам их преображает, но и стремление, попытки их улучшить, создать что-то красивое, сделать своим образом жизни постоянное развитие в лучшую сторону. А еще искренне любить свою повседневность, наслаждаться рутиной. Да, звучит это абсурдно,
Ведь именно от рутины многие стараются убежать куда-нибудь, где как раз хорошо, спокойно и красиво. А если представить, что живешь в таком месте постоянно? Мне трудно было подобное вообразить, но вот я здесь, среди гор. И знаете что? Многое во мне осталось неизменно, но глубокая благодарность и радость от того, что видят мои глаза день за днем, теперь живет в моем сердце. Одна беда. Человек ко всему привыкает, а к хорошему еще и быстро. Поэтому сейчас я стараюсь напоминать себе, утопая в повседневной рутине, где нахожусь и что вижу вокруг. А иногда еще природа показывает такие фантастические штуки, которых по привычке совсем не ожидаешь увидеть. Вот и думаешь потом, как вообще можно к такому привыкнуть? Улыбаешься и благодаришь этот мир за его красоту, которая идет не только изнутри, но и извне.